находится на нижнем уровне ангара. Спасибо, Джервис. Это Фил Шелдон. Прямое включение из исследования. Не верится, что это все взаправду. В смысле, меня только что доставили Квинджетом на секретную базу щита. И мы видели Ника Фьюри. А теперь я болтаю с Джервисом и слюни пускаю, как первоклашка. Прости. Не стоит извинений, мисс Хан. Готово. Запускаю. Что? Добро пожаловать в комнату виртуальной реальности для единоборств. Я железный человек! Разумеется. Я загрузил старый боевой симулятор мистера Старка. Надеюсь, вы не против? Издеваешься? Я железный человек! Кто на меня, виртуальные негодяи? Восхитительно. Великолепно. Думаю, этого достаточно. Хорошо. Вы с ума сошли? Начинаем.
Но я, кажется, обнаружил местонахождение мистера Старка. Уже лечу. По последним данным, мистер Старк находился в поместье Золотые Акры. Возможно, там есть указание на его нынешнее место пребывания. Никогда не слышала о нем. Он явно не хочет, чтобы его нашли. Верно. Поместье расположено далеко в Неваде. Я могу дать вам точные координаты. Доктор Бэннер, я закончил сканирование, которое вы просили провести, и обнаружил остаточные следы гамма-излучения в уединенной местности на северо-западном побережье США. Возможно, именно там доктор Рапачини проводит эксперименты на основе ваших исследований. Я отметил координаты на штабном столе. Смотрите, там разводной мост. Это очень в духе Тони. Иди первый. Не верится, что мы собираемся постучать в дверь Тони Старка. Похоже, он управляется с той стороны. Ты сможешь перебраться? Я могу разметать камни, но зеленый здоровяк не лучший переговорщик. Это идея. Теперь я понимаю, почему вам это нравится. Он любит крушить все вокруг. Не я. Почему? Это же весело. Но ведь классно же быть Халком. Хоть что-то же вам нравится. Давай лучше займемся мостом. А вы что будете делать? Молча стоять все это время? Ну да, отличный план. Ну, как хотите. Камни? Плевое дело. О-о! Ты в порядке? В полном. Кажется, я вижу особняк. Отлично. Ты можешь прыгнуть и опустить мост. Конечно. Давай, у тебя получится. Есть. Ему что-то мешает. О, Погоди, я придумала. Та-дам! Покорнейше прошу вас пройти в замок сэра Старка. ладно. Неплохо. Ну, он Ого! Интересно, мистер Старк даст мне покататься? Это что, подборка топ-5 песен для крутых разборок? Ага. Узнаю номер 4. Ну, привет, Золотые Акры! Не может быть. Хватит оттягивать. И Тони Старк? Тот самый Старк живет тут? Похоже на то.
Тони, Привет. плохой день? О, как и пятница. Ну, зато тут тихо. Было. Я... Эй, назад! О, прости, а ты кто? Камала. Ну так, Камала, твой зеленоглазый друг у меня в черном списке. Ладно. Я заслужил. Еще как, твою мать, заслужил. Опасны ли мстители для общества? Вот в чем была суть, Брюс. В этом была суть. Ты хоть заглядывал в данные? Ты Это заглядывал была в подстава, данные? Брюс. Нет. Нас перехитрили. Нет, Терригановый реактор был нестабилен. Ты это знал. Знал и все равно захотел похвастаться им перед всем миром. И что, нам отступить? Это не отступление, Тони. Это крах. Я хотя бы это признал. Нет. Мы подвели его. Подвели его. Тони, не знаю, сколько ты будешь на меня злиться, и, если честно, мне плевать. Злись сколько хочешь. Она из нелюдей. Из-за нас. Ей нужна помощь. Я не могу, не могу. Не можете? Бросайте меня? Дело не в тебе, девочка. Нет, это ведь его стиль, верно? Кстати, оглянись по сторонам, а? Мне бы себе-то помочь. Зря я приехал. Хоть в чем-то мы согласны. И что, вы просто уйдете? Мстителей подставили! Кэпа убили! А то я не знаю. А? Сколько раз я прокручивал этот день в голове? Мстители виноваты, хоть и многих спасли, а этот ублюдок Тарлтон вышел сухим из воды. И знаешь что? Знаешь, что всем плевать? Всем плевать. Миру нужны виноватые, и он дал им козлов отпущения. И если у вас нет потрясных улик, валите-ка оба с моей земли. Это что? Улики. Сейчас посмотрим. Вы не с того начали. Раньше сказать не судьба? Нет, нет, нет. Не садись на диван. Ты еще в списке. Где ты это взяла? Подобрала ваш пароль в одном блоге. Неплохо. Блин, ваш пароль был «Я железный человек». Правда? Ха, забыл поменять. Твою же... Знаю, она не полная. На сервере АИМ целая папка. Нет, это еще не все. Что? А? Вот же, умно. Выглядит как поврежденный файл. Пара часов, и я расшифрую. Что это? Что за танцовщица? О, нет. Надо сматываться. Что? Ты знаешь эту фанатку Элтона Джона? Я сумела сбежать из Джерси благодаря предупреждению про АИМ. Надо же, танцовщица. Нам пора уходить. Быстро. Фух. Что ж, я бы назвался Рокетмен. Ладно, пойду оденусь. Там есть броня? Да, типа того. Посмотрим. Прошу прощения, я переоденусь в менее удобный костюм. Ох,
Надо ж было спихнуть на меня эту фанатку. Эх, твою же... Похоже, танцовщица говорила правду. Тебя нашли, Брюк. Нет, не смотри так. Я стараюсь как могу. Летательная машина прабабушки. Красавица. Не то, что прабабушка. От винта. Незваные гости. Ага, привет, ребята. Так, он должен быть где-то здесь. Хорошо, что у меня нет соседей. Они бы полицию вызвали. Ты тоже любишь эффектно появляться, Старк. Неплохо, да? Но я бы дал 7 из 10. Рад встрече, Джорджи. Ты качаешься? Или украл еще компанию за миллиард? Только твою. Замена окна за твой счет, Тарлтон. Это твой дом. Я ожидал больше зеркал. Я выкинул все, что не радует. Кстати, угадай, в какой бы ты оказался кухней? Отдай девчонку, Старк. И что? Ты после этого уберешься отсюда? Мистер Старк, Я шучу, Лена. Стой рядом с зеленым милашкой. Горячее сердце. Ей нужна наша помощь. Знаешь, а по мне так нет. Не люди больны. Им нужно лечение. Ха-ха! На это реально кто-то ведется? Как Тарлтон управляет этими аппаратами? я не знаю. Он получил силы после катастрофы. Я как-то раз видела, как он управлял робопауком. Пауками дело не ограничивается. Странно снова видеть вас вместе с Бэннером. Ну, мы с Брюси ходим к специалистам. Она супер. Ретро-скепты, гибкая, легко подбирает. Ты меня вечно принижал с нашей первой встречи. Позволь мне показать тебе технокинез. Неплохо. Звучит красиво. О, мне кажется, или тут становится жарко. Гости с воздуха. Держись ближе к Халку. Только не слишком близко. Нет, я справлюсь. Смотрите. Стой! Ты еще не готова? А может и готова. Неплохо, девка. Кама. Опять ставишь слабых под удар. Ничему не учишься. Слабых? Ты, кажется, отправил за ней целую армию. Правда?
Вообще-то звучит довольно лестно. Ты мне все больше нравишься. Берегитесь! Ты же слышал заявление доктора Беннера? Мстители были угрозой. И не я приказал спустить ваш отряд. Это все для меня? О, ну не стоило. Не задирай нос. Я едва шевельнул пальцем. Девчонка права? Ты научился подключаться к роботам? Ты выбираешь сторону в битве, о которой почти ничего не знаешь. Я свою сторону 5 лет назад выбрал. Благодаря тебе. Отдай девчонку мне, и я оставлю вас с Беннером в покое. Ни за что! Прямо с языка сняла. Почему ты не слушаешь чужие аргументы? А зачем? Стой! Нет! Куда мои вещи? Все хорошо? Хорошо, как никогда. От твоих поделок нет толку. Позволь вы мне разобраться с Халком и Хан, архив был бы все еще цел. Не наглей. Теперь не ты здесь командуешь, а он. Мальчишкой я нашел брошенного волчонка в лесу за нашей фермой. Что? Отец запретил оставлять его. Сказал мне, что это опасно. Я накормил его, дал имя, смотрел, как он играет с моим псом Дарвином. Не трать мое время. Я думал, что установлю правила, какие-то рамки, и смогу усмирить природу зверя. Ты закончил болтать? Сейчас. Полгода спустя на охоте волчонок накинулся на меня. Рычал, из пасти валила пена. Дарвин выиграл несколько секунд, и я позвал на помощь. Отец пристрелил волка, но было поздно. Он разорвал Дарвина в клочья. Он нам нужен. Извини, на меня что-то нашло. Уйди. Прошу. Джарвис, ты все такой же. Добро пожаловать, мистер Старк. Я скучал. Все в норме? Все в рабочем состоянии. Выкладывай. Запущен запасной энергоблок Химеры. Многочисленные повреждения корпуса. Двигатели отключены. Климат. Так все плохо. Всего лишь точная оценка. Что ж, поднимем эту птичку в воздух. Что, прости? А им знает, где она. Значит, ее не должно здесь быть. К их появлению. Что? Ладно. Пока мы все разгребаем, можешь кое-что для меня сделать? Конечно, сэр. Попробуй-ка расшифровать этот файл. Ладно. Сейчас глянем, почему турбины не работают. Надо проверить инициирующие ядра в ангаре.
Может, мне лучше не знать, что здесь происходит? Тони, я просто делюсь с Брюсом своими техническими познаниями. Стой, он же вроде работал. Так, Джарвис, засеки время. 1,4 секунды, сэр. О, есть над чем работать. Джарвис, есть вопрос. Где свечи зажигания? Инициирующие ядра находятся в дальнем углу на нижней палубе. Точниссимо. Мне полагается приз, сэр. За... Самый большой в мире. Моя благодарность. Интересно. О, да. Точности соответствует стандартам безопасности. Кажется, я понял, в чем дело. Если я... О, это же инициирующие ядра. Эй, вроде у больших роботов АИМ такие же ядра. Если одно такое достать, я эту старушку живо раскочегарю. Конечно, сэр. Но кто-то должен извлечь упомянутые ядра. У меня брони, считай, нет. Вдруг получится здесь что-нибудь собрать. Я проведу инвентаризацию и посмотрю, что осталось. Спасибо, дружище. Эй, Тони, я еще не закончил с дверью. Но ты можешь проведать Камалу? Кажется, она отключила связь. О, ладно. Ты уверен? Да, мне кажется, ей сейчас нелегко. Ясно. На втором этаже жилого отсека. Джарвис, посмотри, она там. Сэр, в жилых отсеках нет системы наблюдения. И какой долбанутый хиппи это придумал? Вы, сэр. Точно. Так, значит, я собираюсь вломиться в комнату подростка. Оу, Эй, прости. надо стучать! Я пытался, вот видишь, кулак. Джарвис, подскажи мне. По всей видимости, у некоторых камер жилого отсека отключены запирающие механизмы. Ну вот и все. Я починю. Уж, пожалуйста. Сбор на капитанском мостике через 10 минут, и ты приходи. Знаю, я выгляжу нелепо. Да. А как же? Эй, Нет, это нормально. Такая работа. Костюм Тора видела? Плащ струится. Еще и наплечники. Оборжаться. Я так понимаю, это... о, это буркини. Его мне мама купила. Это как спортивная форма для мусульманок. Супер. Я лучше переоденусь. Стоп. Твой костюм показывает, кто ты. Покажи, что ты не шутишь. Смелее. Давай, неубедительно.
Вот, другое дело. Ладно. Знаешь, я подумаю, как его улучшить. Шестеренки крутятся. Правда? Да, и если Брюс что-то ляпнет, напомни, что у него вообще только суперэластичный шорт. Брюс, все с ней в порядке. Она сильная. Я это уважаю. А еще она смеется над моими шутками. Ты ведь починишь дверь? Осталось убрать распределительный щит и подсоединить. Молодец, дружок. Это было несложно. Дом, милый дом. Если мы собираемся летать, нам нужен альтернативный источник энергии. Химера работала на Терригене. Нам нужно что-то не такое взрывоопасное. Я веду поиск источников питания в окрестностях, но мне понадобится время, чтобы найти тепловой след инициирующих ядер. А я пока займусь своей новой броней. Где найти запчасти для ремонта фабрикатора? Я обнаружил подходящую точку с запчастями и отправил координаты на штабной стол. Штабной стол. Понял. Починить фабрикатор, получить новую броню, потом поднять эту крошку в небо. Так, первая остановка. Я даже близко не смогу починить Химеру, не закончив с костюмом. Джарвис, у тебя есть новости? А им сейчас перевозят экспериментальный десантный катер, который мы можем позаимствовать и разобрать на запчасти для фабрикатора. К сожалению, он хорошо охраняется. Но местная система защиты АИМ настроена на крупномасштабное нападение с воздуха. Если я подлечу в одиночку, укрывшись в каньоне, то смогу угнать корабль. Это рискованно, но я не вижу другого выхода. Высылаю вам последние известные координаты корабля. Стены каньона не позволяют провести полный анализ ситуации. Советую торопиться. Броня у меня, конечно, не супер, но до места доставить в целости. Очень ценно. Следует поспешить. Высылаю новые данные. Похоже, им в курсе нашего вторжения. Может, будем говорить о блиц-визите? Вторжение звучит так, будто мы какие-то негодяи. Конечно, сэр. О готовящейся экспроприации. Сколько же здесь оружия у АИМ? Более чем достаточно. И какая его часть разработана по технологиям, украденным после Дня Мстителей у Stark Industries? На данном этапе сказать невозможно. Вероятно, более чем достаточно. Карма ко мне неблагосклонна. Любопытно, как много разработок АИМ. Броня отлично справляется. Вам не кажется, что броня слишком громкое слово? Ха-ха-ха, смешно. О, думал, я не научусь. Уверен, что это Этот лифт ведет как раз к посадочной площадке. Понял. Ты только погляди. И на какое государство им решило идти войной? Это снаряжение похоже на ваше изобретение. Взорвать бы тут все к чертовой матери.
Заходите в лифт. Так, быстро на корабль, а потом сваливаем, пока им не пустило в ход тяжелую артиллерию. Буквально. Соглашусь, сэр. Доктор Тарлтон с радостью воспользуется возможностью сплясать на вашей могиле. Ну, спасибо тебе, Джарвис. Теперь у меня в голове образ Джорджа, танцующего робота на моем надгробии. Прошу прощения, сэр. Если я прав, корабль должен быть уже рядом. О, а здесь уютненько. Где этот чертов корабль? Сканирую. Десантный корабль переведен в более защищенное место. До взлета туда добраться не успеем. Успеем, если разогнать броню на 300% и лететь напрямик. Сэр, ландшафт здесь коварен, а вы можете взорваться. Да, но у меня прямо какая-то жажда скорости. Вперед, гусь! И включи что-нибудь ритмичное. Вау! Ваша броня долго не протянет. После того, как Джордж спалил золотые акры, у меня только броня и осталась. Я не готов ее лишиться. Какой-то странный звук у перчаток. Неудивительно. Система шумоподавления только что вышла. Держитесь, сэр. Джарвис — это мой шанс искупить ошибки в День Мстителей. Помочь девчонке, и если уж совсем на чистоту, насолить Джорджи. Так держаться я буду до последнего, черт возьми. Осторожно, вы на прицеле. Берегитесь. Понял! Десантный корабль под защитным полем. Пусти всю оставшуюся энергию на зарядку Эми, чтобы... Врубил его в нужный момент. Брюс, Камала, вы меня слышите? Сигнал отличный. Брюс в комнате вред. Делает вид, что... Не хочу знать. Ну так что, какие новости? Все супер. Мы все получим свои обновочки. Фабрикатор скоро заработает. Отлично. Скорее бы сделать Брюсу новые леггинсы. А было весело. Признаться, здорово быть снова в седле. Вы не потеряли хватку. О, смотрю, обновление с лестью загрузилось. Посмотрим-ка, что нам досталось. Ха, это джекпот, дружище. Именно то, что нужно для ремонта фабрикатора. Рад слышать. Особенно сейчас, ведь в вашей броне, как вы говорите, капут. Ну, она себя неплохо показала, нет? Знакомая все техника. Полностью построена на моих прототипах.
Часть — точные копии. Здорово они поживились у Старка. Я-то надеялся, что они сидят сложа руки. Ну вот, так-то лучше. Я выгляжу шикарно. Фоткай меня, Джарвис. Прекрасно, сэр. Наконец-то все как раньше. Помимо фабрик...